Да все это сложно. А мы расскажем просто. Просто сложно. Еще раз добрый день всем, кто посмотрел первую часть. А если вы не посмотрели первую часть, идите посмотрите первую часть. Мы продолжаем серию видео «Просто о сложном», в котором наши эксперты проводят такой небольшой урок, в котором есть лекционная часть и практическая часть. Лекционная часть от Екатерины Альбертовны уже есть на канале. А сегодня мы разбираем случаи, которые были оставлены в описании к прошлому видео. Это препараты сканированные. И я думаю, без лишних слов передаю слово Екатерине Альбертовне. Спасибо. Первый случай. Мужчина 52 лет. Плановое эндоскопическое исследование, при котором врач-эндоскопист описывает хронический атрофический антральный гастрит с кишечной метаплазией и зону воспалительной инфильтрации антрального отдела и берет фрагмент слизистой оболочки из антрального отдела. Что мы здесь видим? Мы видим слизистую оболочку, характерную для антрального отдела желудка, с некоторыми фокусами атрофии, практически отсутствием воспалительной инфильтрации слизистой оболочки. И вот те самые мышечные волокна, которые проникают нам к поверхности, мы можем здесь видеть. Это является признаком реактивной гастропатии. На втором фрагменте биопсии мы видим фокус кишечной метаплазии, но при этом слизистая оболочка созревает к поверхности, и данный заопухолевый процесс в данном материале не обнаружен. То есть мы можем сделать заключение, что у пациента признаки реактивного антрального гастрита, гастропатии с фокусами кишечной метаплазии без опухоли. Вторая пациентка, женщина 75 лет, плановое эндоскопическое исследование. Были взяты кусочки антрального отдела желудка без явных каких-то, без явной эндоскопической патологии. Тем не менее, мы видим с вами антральный отдел желудка с наличием большого количества плазмоцитов и даже видим некоторое количество сегментоядерных лейкоцитов. Это признаки активного воспаления. Мы видим эрозивные изменения. Сейчас здесь есть признаки. Да, вот мы видим фибрин на поверхности, то есть это морфологическая картина некоторой острой эрозии, связанной, мы можем только предполагать, поскольку входных данных все-таки у нас не было, но мы понимаем, что признаков именно геликобактерного гастрита в материале нет. Поэтому данная морфологическая картина соответствует эрозивной гастриту, гастропатии. Мы можем только предполагать, что это может быть лекарственная гастропатия, поскольку сама по себе просто эрозия, конечно же, не развивается. Опухолевого роста в этом материале также не обнаружено. Третий случай. Пациентка 78 лет, также плановое эндоскопическое исследование. В материале мы видим биоптат нижней трети тела желудка по большой кривизне. Образований четких эндоскописты не описывают, поэтому мы начинаем просматривать слизистая оболочка. Она достаточно поверхностно взята, и скорее всего это все-таки не тело, это антральный отдел, то есть они взяли ниже, чем тело. Но мы видим признаки хронического умеренно выраженного воспаления с некоторым развитием фолликулов. Мы видим диффузную лимфоплазмоцитарную инфильтрацию. И мы видим выраженную лейкоцитарную активную воспалительную инфильтрацию. И если мы начнем присматриваться, приглядываться, мы с вами увидим наличие большого количества колоний геликобактера. Здесь его видно.
Вот особенно вот здесь в слизи. В слизи, в просвете желез видно четкие палочки. Поскольку здесь еще нет кишечной метаплазии, мы не можем назвать с вами его метапластическим, но мы можем точно сказать, что это хронический гастрит с признаками геликобактера и высокой степени активности воспаления, и пациентка обязательно должна подвергаться эрадикации в дальнейшем. Второй номер был взят из области перехода пищевода в желудок с наличием такого же достаточно выраженного воспаления, но чуть-чуть поменьше активности, кишечной метаплазии нет. То есть воспаление затронуло даже кардиальный отдел желудка. Опухолевого роста материально не обнаружено. Следующий случай. Пациентка 45 лет. Врач-эндоскопист после исследования описывает злокачественное образование кардиального отдела, берет из этого образования кусочки слизистой, вот их можете видеть 4. Фрагменты представлены удлиненными расширенными ямками с высланным фовеолярным гиперплазированным эпителием. Никаких признаков диспластических изменений тех или иных мы в материале не видим, но мы видим в строме хроническое воспаление с признаками активности, даже участками эрозирования с колониями бактерий. Мы можем верифицировать по данному материалу с учетом эндоскопических данных гиперпластический полип желудка. Опухолевого роста в препарате не обнаружено. Следующий случай. Пациент 75 лет. Плановое эндоскопическое исследование. Врач-эндоскопист берет единственный фрагмент слизистой оболочки тела желудка, поэтому мы в целом не можем достоверно определить и нозологический тип гастрита, но мы можем сказать, что несмотря на возраст пациента, атрофия не так выражена, воспалительный процесс хронический, но он слабо выраженный и без признаков активности. То есть, возможно, пациент какое-то проходил лечение или что-то по поводу, может быть, других, антибиотикотерапии, например. Что мы здесь видим? Мы здесь видим скопление ксантомных клеток без признаков атипии, характерное тоже при каких-то исходах хронического воспаления, и фокус с участками расширения фундального типа желез в виде мелких кист без признаков атипии как в самих железах, так и поверхностного фовеолярного эпителия. Поэтому по данному единственному фрагменту биоптата мы можем заключить, что это полип фундальных желез и ксантома слизистой оболочки желудка без опухолевого роста. Следующая пациентка, женщина 59 лет, проходила исследование по поводу образования верхней и средней трети желудка. Было взято 2 биопсии. Эндоскопически видит образование в желудке, также клинически железодефицитная анемия. То есть здесь мы видим фрагмент крайне деформированный, но при этом среди грануляционной ткани мы видим четко тубулярные железы с выраженной клеточной и тканевой атипией. То есть здесь мы можем с вами, несмотря на такое воспаление, мы можем с вами верифицировать наличие аденокарциномы, вот здесь хорошо видно, с изъязвлением, то есть которое, по всей видимости, давало клиническую симптоматику. Следующий случай. Пациентка 83 года, эндоскопически был виден язвенный дефект пилорического отдела. Под вопросом стадии рубцевания был из этого участка была взята биопсия. Что мы с вами видим? Мы видим слизистую оболочку антрального типа с участками атрофии желез собственных, хотя отчасти у нас все-таки поверхностный материал. Мы видим признаки хронического воспаления и признаки активности воспаления.
Но что нам здесь более важно, то, что мы видим абсолютно четко ограниченный неопластический процесс, который затрагивает железистые структуры. Мы видим атипию клеток, удлиненные, местами округлые ядра гиперхромные, мы видим латеральное распространение желез, и в одном из фрагментов мы видим уже слияние бранши желез с эрозированием поверхности. Здесь вот вы видите округлые ядра, они уже начинают скакать, и это уже не признаки всего лишь дисплазии, это уже признаки аденокарциномы с инвазией в пределах собственной пластинки слизистой оболочки. Этой пациентке также с целью уточнения верификации и как прогностический маркер было назначено определение иммуногистохимическим методом определения микросателлитной нестабильности. И у пациентки была обнаружена потеря MLH как раз в тех участках, которые вызвали у нас вот эти подозрения. То есть у нас потеря идет MLH1 в этих зонах и ПМС2 в этих же зонах. То есть, что характерно для микросателлитной нестабильности данной опухоли. То есть мы верифицировали здесь высоко дифференцированную тубулярную аденокарциному желудка. Следующий пациент, мужчина 83 года, эндоскопически опухоль кардиального отдела желудка. Было взято 2 фрагмента, и в этом мы видим выраженное воспаление в этом фрагменте, без признаков опухолевого роста, но с достаточно высокой активностью воспаления. А в этом фрагменте, несмотря на выраженное сильное, активное гранулирующее воспаление, мы видим измененные железы, достаточно сливающиеся полностью между собой, причем они абсолютно одинаковые как в глубине, так и на поверхности, то есть эти железы не созревают к поверхности. Здесь, безусловно, мы сразу же заподозрили развитие роста аденокарциномы, но чтобы уточнить, ввиду выраженного воспалительного инфильтрата, мы проводили иммуногистохимическое исследование с панцитокератином, при котором мы четко видим абсолютно нарушенные структуры, тубулярные структуры желез аденокарциномы. И здесь также была диагностирована тубулярная аденокарцинома желудка. Следующий случай. Пациент 86 лет с большим образованием 5 на 3 сантиметра в теле, в средней трети тела желудка. Была верификация и диагностика дисплазии высокой степени при биопсии, подозрением на аденокарциному при биопсии, поскольку это образование имеет несколько другой вид, в отличие от кишечного типа неоплазии, она является желудочным вариантом опухолей желудка. И это вы перед собой видите уже операционный хирургический материал, поскольку образование было очень большое, эндоскопически удаление оно не подлежало. Но при всем при этом мы с вами видим основной момент – это нарушение архитектоники желез, несмотря на то, что достаточно спокойные сами клетки, светлые, с круглыми ядрами базально расположенными. Тем не менее, железы сливаются между собой, формируя такую ветвистую структуру. Это как раз признаки того, что здесь аденома и фокусы аденокарциномы, но при этом опухоль она располагалась вся полностью в пределах слизистой оболочки, собственной пластинки слизистой оболочки, даже без прорастания в мышечную пластину. То есть это был Т1, инвазивная аденокарцинома, можно назвать ее папиллярной. Ну, или папиллярно-тубулярной, что с преобладанием каких участков при просматривании всего новообразования. Следующая пациентка, женщина 74 лет, с крупным эпителиальным образованием, как пишут эндоскописты, эпителиальное образование антрального отдела, с признаками изъязвления, локальной кровоточивостью и флотирующее в просвет луковицы 12-перстной кишки. Это образование было удалено эндоскопически на патологоанатом
при макроскопическом вырезке описывает образование 3,5 на 3 сантиметра. И, собственно, вот мы видим, из чего оно состоит. Мы понимаем, что здесь покрытая слизистая оболочка без признаков эпителиального опухолевого роста, ну, какие-то изменения склероза в строме, но из подслизистого слоя к слизистой оболочке подрастает новообразование, являющееся мезенхимальным, представлено разрастанием мелких веретеновидных или звездчатых клеток стромы без признаков атипии, множественная пролиферация мелких сосудов с вихревым расположением вокруг этих сосудов, вот вы видите, да, с вихревым расположением этих стромальных элементов вокруг сосудов. И также определяется диффузная воспалительная инфильтрация с наличием большого количества эозинофилов. Это очень характерные морфологические признаки воспалительного фиброидного полипа желудка.